Девчонки, всем привет! У меня сегодня отчет по моему основному Project Pen, и сегодня мы будем объединять все мои проекты по Project Pen, и я хочу выставить приоритеты, над чем я буду корпеть оставшиеся пару месяцев проекта и как-то пересмотреть по нему немножко планы. Ну что, поехали. Начнем, как обычно, с лаков. Быстренько. Тех, кому не интересно, можете промотать минутки на 4, наверное, вперед. Во-первых, оттенок от AC Vanity Fair, опять маленький расход. Использую его в качестве основы под цветной лак, чтобы он не красил ногтевую пластину мне. Ну, в общем, как обычно, маленький расход. Нечего мне сказать, пользуюсь дальше. После закрытия проекта просто оставлю его в покое и буду так и использовать как базу. С ним ничего не делается, он продолжает быть жидким, быстро сохнет, все с ним отлично. Лаки от Essie, конечно, очень хорошего качества. Здесь прогресс есть, ставим, как обычно, вот сюда, на эту сторону. Также у меня в проекте был лак Mon Amour. Очень красивый был синий оттенок, потому что он, ну, не то чтобы закончился, его сейчас где-то вот так, в половину от вот этой метки. Ну, он уже не набирается, не переносится, плохо сохнет, пузырями. В общем, понятно, что лак себя изжил, и поэтому я его выбрасываю и считаю его пустышкой. Он свое отработал, стоил каких-то очень-очень смешных денежек. Это пустышка. Кстати, не показала вам мои пустышки. Это все, что у меня накопилось за год. Я, по-моему, с февраля начала проект в 2023 году. И вот что у меня, какие результаты по декоративной косметике. Далее я добавляла 2 новых цветных лака себе. Не для того, чтобы закончить, а для того, чтобы, скажем так, их разносить и понять, буду ли я ими пользоваться. Я, к сожалению, сделала ими только по одному маникюру. Могу сказать пока, что лак пастель бесконечный, примерно такой же, как и лак от Essie, судя по всему, но я им еще попользуюсь. Лак от Golden Rose, я не знаю, зачем я его купила. Я вообще брала на осень такой пампкин оттенок, да, такой тыквенный. Нет, я не буду им пользоваться, меня этот цвет жутко раздражает. Единственное, что мне хотелось сделать, когда я делала свой маникюр, это наконец-то его стереть. Поэтому это убираем, и, скорее всего, я его выкину в конце года. Ну, потому что зачем такое хранить? Уже больше полугода я к нему не притрагивалась, буквально заставила себя 2 раза его нанести на ногти, и мне не понравился эффект, скажем так. Поэтому это пока убираем. Этот лак хочу пока оставить в пользовании, но, естественно, результатов по нему нет. И также добавляла лак от Stardust. И, получается, сделала за 3 недели минувшие 2 педикюра и 2 маникюра с этим лаком. И вот такой вот здесь расход. Хорошие блестки. Сейчас он у меня на ногтях. Классно переливаются. Не скажу, что такой повседневный на самом деле вариант. Сейчас бы хотелось мне чего-нибудь спокойного. Поэтому я пока в проекте оставляю. И планирую в ноябре попользоваться вот этой вот парочкой. Попробовать, как будет сидеть. Если будет слишком ярко, то, ну, не буду пользоваться. И где-то, наверное, к декабрю я их уберу просто уже использование, потому что это для меня какие-то такие летние-осенние оттенки. Ну, хотя бы я увидела, что при использовании лак от Stardust уходит достаточно хорошо, и его можно закончить. Но вообще, на самом деле, как я для себя определила, его особо это и не надо заканчивать. То есть у меня этим лаком уже порядка 2 лет, и свойства эти лаки не поменяли. У меня 2 тюбика, поэтому, в принципе, я вот им попробовала, разносила его еще разочек и поняла, что ему особо ничего не делается. Попользовалась, и я думаю, что готова еще месяцок его поносить, а потом просто убрать и не переживать, пусть лежит. Красивый эффект дает на ногтях. Вот. Здесь есть прогресс. Маска для губ от Revolution. Вот так вот ее сейчас. Не знаю, как будет видно на фото. Я пользовалась ей довольно часто. Но, по-моему, если сравнивать с фото, то особо результата не будет. Но я чувствую, что ее стало меньше. Вот. Поэтому надеюсь, что все-таки к Новому году ее закончу. Вот. Мне результат нравится, я довольна. Пускай стоит здесь. Закончила.
тональную основу муссовую от Essence. У меня это был оттенок 01. Он был темноват. Здесь все пусто. Довольно быстро она ушла. В итоге за где-то 2,5 месяца использования она у меня закончилась. Мне в итоге она не понравилась. Естественно, я повторять ее не буду. Я очень рада, что я ее вывела, потому что вот это стекло, такая баночка тяжелая была, не очень удобно. В общем, это пустышка. Далее в проекте у меня палетка Kevyn Aucoin. И здесь у меня в использовании вот этот вот рефил, который позиционируется брендом как хайлайтер. Здесь прям видно ямочку. Я использую как подсвечивающую пудру. Уже много раз говорила, эффект похож на эффект от метеоритов, потому что сияют только как отдельные блестки и довольно скромно. Конечно, при частом использовании могу сказать, что этот подсохший рефил как будто бы немножко раскрасился, но не знаю, что будет дальше с этой пудрой. Такое впечатление, что она мне сейчас немножко темновата, но я продолжу ей пользоваться. Хочу увидеть донышко до конца года. Здесь вообще граммовка небольшая, по-моему, около 3 грамм. Да, здесь 3 грамма продукта. Я думала, что выведу эту пудру за полгода. Но в итоге вот уже она у меня 3 или 4 месяца в использовании. И только вот появилась ямочка. Не знаю, что сказать. До конца года точно не закончу. А я хотела это местечко освободить под нормальный хайлайтер сюда. Перепрессовать, скажем так. Ну, посмотрим. В общем, здесь тоже мне нравится результат. Ямочка увеличивается. У меня есть небольшая надежда, что в следующем месяце мы увидим с вами донышко. Сухие продукты для лица. Двушка от Наташи Денона. Перепрессованный скульптор без изменений. Я им такой подбородок контурирую. Румяна. Пользовалась ими много. Но изменений, возможно, донышко стало побольше, но, по-моему, результатов не видно. Тут такой повседневный оттенок абсолютно. Уже, конечно, они мне поднадоели за год использования. Результатов не вижу. Также брала в проект в прошлом месяце однушку, миниатюрку от Тами Танука, румяна рассыпчатые абрикосовые облака. Слушайте, ну какой красивый оттенок. Пользовалась ими пару раз всего. Очень красиво они ложатся. Очень нежно. Как раз под осенние макияжи. Не знаю, если вот я буду пользоваться только ими в течение ноября, на осенние рыженькие макияжи, уйдут ли они? Вот не знаю, хочу попробовать. Хочу попробовать сделать упор на них, но пока результатов, конечно же, не видно. Бронзер от Catrice. Sunlover. Ой, не знаю, девчонки, что по нему сказать. Он, конечно, уменьшается. Но достаточно ли этого уменьшения? Ничего не могу сказать. Вот так. Становится ли более плоским рефил? Да, становится. Да, это заметно. Особенно вот здесь вот видно. Но закончу ли я его? Да, конечно, нет, не закончу. Но и оставлять я его в коллекции не буду. И в итоговой инвентаризации или в итоговом расхламлении он у меня точно уйдет. Тем не менее, я продолжаю делать на него упор. Какие-то результаты все равно есть. Вот. Поэтому, ладно, хотя бы видно расход. Хайлайтер от Revolution. Такой светленький оттенок у меня здесь. За предыдущий месяц я, получается, дотерла до краешка рефила, чуть-чуть расширила донышко. Он очень светлый, белесый, дает золотой блик. Его надо совсем чуть-чуть, именно поэтому такой хайлайтер уходит медленно. Также
расхламление он у меня не переживет. Я скорее его добавлю потом в какой-нибудь крем для тела и таким образом и выведу. Карандаши. Вот этим вот карандашом от Гош я вообще не пользовалась. Как-то он для меня тяжеловат, темноват. Оттенок красивый, но для меня не особо-то ходовой. Вообще я обычно использую его как подложку на какие-то фиолетовые шиммеры темные. Но я так редко подобным крашусь, что этот оттенок у меня тоже простаивает. Были у меня надежды на Хэллоуин у детей. Я надеялась, что выведу эти два карандаша. В итоге дочке на лице я рисовала тыковки. Возможно, приложу фото. И, в принципе, вот этого карандаша рыженького ушло, ну, прилично так. Наверное, сантиметра 2. Вот. Здесь грифеля, ну, до сюда примерно у этих карандашей. Поэтому его здесь еще очень много. И этот карандаш я, в принципе, использую на нижнее подвижное веко, когда делаю какие-то рыженькие макияжи. А вот этот карандаш, вообще, я его практически не использовала. Там буквально хвостики тыквом подрисовала у дочки на лице. И сейчас он мне вообще не в кассу. Я не делаю макияжи с акцентом в зеленом цвете. Вот. И зеленый цвет такой практически не ношу. Поэтому я имею в виду в образе в целом. Поэтому эти карандаши опять пролежали у меня. Ну, все равно я их точила, все равно они ушли. Попробую сопоставить фотографию, но ушли не намного. Вот. Не знаю, что с ними делать. Пока пусть лежат. Зеленый, может быть, еще оставлю на следующий год. От оранжевого точно буду избавляться, потому что это не мое. Не мое, и пользуюсь я ими просто ситуативно и очень редко. Вот. Ну, ладно, тут прогресс есть, но просто я хотела полностью их вывести. И вообще хотела нарисовать зеленым карандашом старшему ребенку маску Халка. Но у меня парень 8 лет сказал, что ничего рисовать не надо на лице, он уже взрослый, и вообще, что за детский сад. Поэтому зеленый карандаш оказался не при делах. Однушки теней. То, чем вообще не пользовалась, это презирающая опасности. Вот такой вот розовенький, блестящий оттенок. И не пользовалась вот этим вот оттенком Лисичкин гнев. Не знаю, зачем вообще его в проект добавила. Очевидно, что он абсолютно будет у меня не востребованный. И тут его такое огромное количество, что непонятно, как его вообще расходовать. И когда можно будет увидеть результат, если пользоваться им даже часто. Вот, а здесь результата нет. Зато я закончила оттенок «Парящая над пропастью». Его здесь было совсем чуть-чуть. Мне пришлось сделать с ним примерно 4 макияжа. Кстати, смотрелся классно. Единственное, что сверху я все равно пользовалась топпером серебристым, такими блесточками из палетки «Ретроградный Меркурий». Ну, вот так вот сам по себе оттенок мне понравился. Неплохой, но, естественно, в коллекцию бы такой добровольно я не хотела. Это был подарок от Тами Танука. Крышечки нет. Я ее уже скрутила и перекрутила на очередную однушечку румян. Вот. Поэтому это пустышка. Результаты есть вот в этой однушке. Это Sparkle от Бернович 53. В очень красивом оттенке. С серо-серебристой базой, как будто бы. И с такими золотыми блестками, золотым свечением. Красивый оттенок, но я его использую только в уголочек глаза. Там не видно, что он сам по себе ложится проплешинами. Расход большой, потому что он очень рыхлый. И очень много его набирается на кисточку, набирается на пальчик, прям видите, кусочками. Ну, естественно, я до конца проекта его не закончу, но хотя бы я считаю, что хорошо им попользовалась. Я даже не знаю, что с ним делать. Возможно, я его пересыплю в баночку, поскольку он такой хрупкий. Может быть, его хранить в баночке от Тануки, я пока не знаю. Но мне нравится, что он расходуется.
моя палетка теней. Здесь тоже неплохой прогресс. Это Huda Neon Obsession, оригинал. Вот как она выглядит. Уже фокус можно уже сфокусироваться. Ку-ку. Ага, спасибо. Вот, значит, я закончила вот этот вот рыженький блестящий оттенок, который тут был. И, по-моему, у меня все меньше уже по уголочкам осталось вот этого матового рыженького оттенка. Давайте его посводчим. Ну, он такой. Он наслаиваемый, конечно. Я делаю им форму, и, в принципе, мне достаточно. Что здесь происходит? У меня здесь дырочка в этом оттенке. И я хочу в следующем месяце, в ноябре, в этом точнее уже, сосредоточиться на заканчивании рыженького матового и вот на этом оттенке, потому что у этого оттенка тоже персиковая база. Вот, смотрите, я в нем дырку, что ли, проделала. Ладно. Сейчас я его нанесу. Это такие топерные блестки, красивые, на немножко персиковатой базе. Вот как они смотрятся. Два этих оттенка. Очень такой, мне кажется, будет легенький нюдовый макияж. И хочу заодно посмотреть, сколько за месяц уйдет вот этих блесток. Сейчас я планирую пользоваться тенями из Project Pen примерно 2 раза в неделю. То есть вот будет 8 применений. И хочу увидеть, что поменяется за 8 применений в этой палетке. В принципе, мне нравится, как она уходит. Конечно, вообще-то я планировала в ходе проекта ее расхламить. Но я понимаю, что я все рефилы, конечно же, отсюда не закончу. Но я нацелилась вот на эти. И если у меня будет 4 пустышки, то тогда вот эти вот рефилы, они красивые, просто я пока их не использую, потому что они мне, не в кассу немножко. Вот эти 4 рефила я, возможно, перекину куда-то в другое место и избавлюсь еще от одной палетки. Вот, не знаю пока, что буду делать с этим розовым матовым. Он здесь не родной, он из палетки от Colourpop. Возможно, буду пользоваться им декабрь-январь. И посмотрим там, что от него останется. Я просто расхламлю. Стандартная здесь вот эта формула Colourpop с блестками. На глазах блесток не видно, слава богу. Обычное качество нормальное. Можно им пользоваться. Как только закончу вот этот персиковый, перейду на розовый. И вот на этот розовый спаркл. Он очень красивый, с зелеными такими блестками. Классный. Вот его, я думаю, закончу без проблем. В общем, нравится мне результат по палетке. И единственный продукт для губ. И по нему никаких изменений. Честно пользовалась этим лаковым блеском, этой лаковой помадой, как это назвать. Но ее нужно прям совсем чуть-чуть, чтобы мне было комфортно. Чтобы она на губах так плотно не лежала, некрасиво. Я прям чуть-чуть ее беру. И вот из-за этого, уходит микроскопическое количество. Здесь даже отмечать нечего. Я еще попользуюсь вот до конца года этим продуктом. А дальше, скорее всего, его расхламлю. Здесь результата нет. Что получилось за октябрь месяц? Получается, вот этот лак как пришел в проект, так и уйдет. И это кандидат на расхламление. Он фу-фу-фу, прям мне не понравился. Пустышка лаковая. Декоративных пустышки 2. Убираем. Продукты без прогресса, продукты с прогрессом. Вот это все перешло у меня из закрытого проекта «Утренний Project Pen». И теперь все эти продукты я буду заканчивать в ближайшие 2-3 месяца уже совместно. Единственное, что хотела сейчас с вами немножко расставить приоритеты, потому что у меня здесь, например, оказалось 3 румян, 3 хайлайтера и очень много однушек теней, а я хочу сделать упор на палетку. Поэтому хочу немножко вместе с вами сейчас обозначить то, на что я буду делать ставку, так сказать, и что я буду пытаться вывести в качестве пустышки в ближайшие 2-3 месяца. Я говорю 2-3 месяца, потому что я пока не знаю, когда буду закрывать проект. Потому что обычно, как я делаю,
до того, как я вела проекты на камеру. Я начинаю где-то в феврале, заканчиваю в декабре. В декабре-январе расхламляюсь от остатков, отдыхаю в январе, крашусь чем хочу каждый день, а не только там 3-4 раза в неделю. А с февраля начинаю новый проект с новыми продуктами. И вот, скорее всего, в этом году я сделаю так же. Я уже подостала от вот этого набора косметики. Повторюсь, что им я пользуюсь примерно 2, ну, может быть, 3 раза в неделю. Все остальное время я крашусь, ну, обычно как вот выбираю, как хочу. Вот. И, скорее всего, я все-таки вот еще 2 месяца покрашусь, а в январе, ну, что-то, если вот прям совсем немножко останется закончить, тогда я это добью. Но сам проект, скорее всего, до конца года, чтобы в январе просто отдохнуть и полностью каждый день краситься только тем, чем вот прям сиюминутно, скажем так, хочется. Так, давайте по порядку. У меня здесь вообще не осталось никаких продуктов типа баз, консилеров, тональных основ, спреев, потому что все это я вывела, и это очень круто. Для бровей у меня здесь один продукт, и я просто кладу его в ежедневную косметичку. Не думаю, что он до конца года закончится. По продуктам для губ точно буду пользоваться и закончу масло из утреннего проекта. Точно буду пользоваться и закончу золотой блеск. Точно буду продолжать пользоваться на ежедневной основе карандашом Hush от Баксом. И не думаю, что будет сильно много результатов, но меня это не напрягает. И буду продолжать пользоваться этим лаковым блеском. Ну и потом по итогу просто его выброшу. Продолжу пользоваться хайлайтером от Kevyn Aucoin в качестве подсвечивающей пудры. И мне даже интересно, что там у нас получится за ближайшие пару месяцев. По поводу бронзеров. Наверное, хочу убрать из проекта этот бронзер. И в следующем году как-то более все-таки обдуманно и не так амбициозно подходить к выбору продукта. Потому что очевидно, что прогресса по нему мы не увидим. Соответственно, зачем он тут будет болтаться, убираю. Упор буду делать вот на этот бронзер от Catrice. И насколько это возможно, израсходую его, а остатки, я думаю, пойдут на расхламление. По поводу румян. Мне по цвету сейчас уже не подходит Catrice Cheek Lover. Они еще держатся, упаковка не расхлябанная. Здесь их достаточно много, хотя я там краешки подстесала. Поэтому их я убираю. Упор хочу сделать вот на эти маленькие румяшки, миниатюрку от Tami Tanuka. И надеюсь, что за ноябрь месяц я их выведу. Тем не менее, эти румяна также оставляю в проекте, пускай будут. Может быть, не все макияжи у меня будут рыжими. Пускай будут, посмотрим. Не знаю, что буду в итоге с ними делать. Этот продукт мне вообще не нравится, и это уже не родной продукт из этой двушки. А вот эти румяна, ну, тоже я ими достаточно вроде уже попользовалась. И посмотрим в расхламлении, что я буду с ними делать. Может быть, перепрессую, может быть, что-то еще. А от двушки избавлюсь. Не знаю, но пока оставляю. Пока планирую оставить 2 хайлайтера. Оставлю вот этот. И вот этот тоже оставлю. Пусть будет ситуативно. Один розовенький, один золотой. Вот этот хайлайтер планирую убрать. Уже несколько раз говорила, я, скорее всего, буду его перепрессовывать в палетку для лица. И избавляться от самой вот этой вот картонной упаковки, которая мне не нравится. Карандаши для глаз. Давайте уберу зеленый, все равно я им не пользуюсь. Эти 2 месяца буду делать упор на карандаш от Gosh, хотя его тоже много, и он явно у меня останется в коллекции. И планирую пользоваться по чуть-чуть в ноябре вот этим вот карандашом, а потом уже избавиться от него в конце года. Но пока есть возможности, пока он вроде как в тему моих осенних макияжей, таких рыженьких, я его оставлю. Пускай работает. Остались только тени. По поводу теней. Я хочу все-таки сделать упор на палетку. И у меня опять амбициозные планы. Я планирую вывести вот эти 3 оттенка.
И я понимаю, что чтобы их вывести, мне придется сбавить обороты по однушкам. Поэтому точно, естественно, оставляю палетку. Оставляю вот эти вот жидкие тени от Marc Jacobs. Буду использовать в уголочек глаза их. Убираю вот этот вот оттенок Лисичкин гнев. Бесполезная была затея его добавлять. Все-таки, наверное, расхламлю вот этот вот оттенок от Ofra. Очень красивый, но разбитый уже на 2 раза. Здесь я израсходовала примерно 1/3 теней. И я думаю, что этот оттеночек уже можно отправить на покой. Пока оставлю также вот эту вот однушечку Бернович 53. Будет уходить для уголочка глаза также. Пускай. Я думаю, что не помешает общему расходу теней, основных оттенков. И хочу, наверное, убрать вот этот вот оттенок, который презирающий опасности. Ну, потому что если я буду использовать его, то у меня будут плохо уходить вот эти шиммеры, а их я хочу вывести, они у меня в приоритете. Это тоже убираем. И вот такой небольшой набор продуктов у меня остается на ноябрь-декабрь. Могу предположить, что уже не будет так интересно смотреть отчеты, но, девчонки, поддержите меня, пожалуйста, просмотрами. Я хочу добить этот проект в том виде, в котором он идет. В ноябре, я думаю, что у нас будут пустышки, а в декабре вместе с отчетом я также сниму свое уже такое классическое видео, которое снимает примерно раз в полгода. Это перестановку рефилов, потому что у меня уже накопится то, чего перестанавливать, перепрессовать, переложить, чтобы как-то сделать свою коллекцию косметики еще более удобной для себя и еще более компактной. В принципе, я довольна результатом, потому что такое маленькое количество продуктов осталось, и уже столько здесь пустышек. Я довольна. И надеюсь, что еще эту корзинку пополню несколькими экземплярами в ближайшие пару месяцев. Спасибо вам большое за просмотр, девочки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Чудесного вам дня, прекрасного настроения, здоровья вам и вашим близким. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.